Да-да-да-да, мы игровики. Продолжаем в рафт. Наше увлекательнейшее выживание. Что-то думал на сегодня, что все, а оказалось не все. Хочу проходить дальше, хочу сделать все-таки вот эту вот историю. Приемник, так называемый. К нему же, наверное, видимо, по всей видимости, нужны будут и антенны. Вот. И начать все-таки выполнение сюжетное, потому что там будут появляться координаты, куда нам, собственно, необходимо будет плыть. Вот. Поэтому как-то так. Погнали, разгрузимся, что нам нужно, что не нужно. Где-то все я тут посылки собирал. Их уже 7. Угу. Между прочим, вот, подплыли к очередному острову. Вот, остров хоть и небольшой, но все ж таки. И задача какая? Здесь нужна микросхема, поэтому все будет сейчас направлено на микросхему. Медный слиток и соклиан. Медный слиток, соклианы. Медный слиток есть, соклианы есть. И насколько я помню, их там нужно было 2. Ага. Теперь, значит, смотрим. Приемничек. А не можем приемничек. А почему не можем? А потому что у нас опять с пластиком вот эта вот история. Но зато мы можем сделать что? Мы можем сейчас пойти и преспокойненько облутать остров. Но перед этим, естественно, подкрепимся. Тыц, тыц, тыц. Так, наполним водой бутылочку и погнали. Как-то так. Топор-то есть, топор есть, а металлический есть запасной. Все здорово. Порубим деревца. Где акула? Акулу пока не видать. Как раз он сейчас и сломается. И мы обзаведемся металлическим уже. Готово, готово. Все выше и выше поднимаемся. Так, топор мы вот так вот сделаем. На 3 пусть будет. Рубим. Че, и все, что ли? Ну, тут какой-то прям бедненький остров. Но зато на таких, на которых сверху бедненько, должно быть чего-то там поболее. На дне. Обычно так. Та-та-там. И пластик. Не забываем. Крюк у нас есть запасной. Вот она. Эть. Эть. Чего-то лишнее, ненужное, я так думаю, нужно нам поскидывать. Где? Так, ага. Так, семечки. Стекло откуда-то нарисовалось. Очень интересно. Блин, я надеялся, что здесь пластик будет, но здесь его тоже как бы нет. Что тут еще? Ракушка и вот этот металл. Это медь. Семечки. Семечки отправляются к семечкам, а кокосики отправляются кокосиками. Приманку для акул нам делать не из чего. Пока. Поэтому что? А вот здесь ананас еще. Ага, и еще семечки. Что нам их с собой таскать? Поэтому будем пробовать нырять как есть. Вот она. Животное. Оп. Как тебе? Такое. Ха-ха. Оп. Все, акулу мы вшатали. Угу. Заберем с нее все, что возможно забрать. Делаемся на крючок и лутаем все, что тут можно только себе представить. 2 меди. Жаль, что пластика на дне не попадается. Ну, это как бы такой себе. Пластик мы
словим... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Срочно на поверхность. Блин, а тут как бы глубоковато получается. Если что. Еще водоросли. Блин, надо было этот акваланг все-таки замутить. И с ним-то поглубже, подольше можно нырять. Я что-то не думал, что здесь настолько глубоко получится погрузиться. Всплываем, всплываем, всплываем. Очень быстро. Так, а что там нужно для этого акваланга? Смотрим в амуниции. Ну, тут все тот же пластик, которого, к сожалению, нет. И пластик первым делом у нас пойдет на создание маяка. Главное, Ньютон. Ну, то будет обидно. Медь, железо найдены. Это хорошо. Да, я вот говорю, маленькие острова, на которых не особо что-то есть на поверхности, у них почему-то всегда что-то есть на дне. А бывает остров огромный, и как бы на нем особо и брать-то нечего на дне. Может, так задумано. Кто их там знает. Скоро вот-вот еще и акула оклемается. Ну, точнее, не оклемается, а новая приплывет. Тут там мы завалили уже 9-ю, наверное, за все время пребывания и выживания. Но здесь не так глубоко, хорошо. Еще бы чуть-чуть чего-нибудь металлического, и можно плыть за пластиком. Ну вот здесь вижу много хлама. Не могу пройти мимо такого ценного ресурса. Вот где-то все металлическое вот тут вот бывает. А это что, зелененькое? Лентик. Ничего. Просто рисуночки. Вот она. Она вернулась. Ту-ду-ду-дум. Ну и ладно. Где? Блин, не видел. Только не вали меня, пожалуйста. Еще и вода заканчивается. Ай-яй-яй-яй-яй. Но у нас с собой-то есть бутылочка. Мы можем напиться. Хорошо, что она есть. Так, я смотрю, у нас деревца-то подвыросли, да? Надо бы их подсрубить. И таримся пластиком, создаем
радиомаяк. И шпарим по координатам. Но сначала нужно раскидаться, разлутаться. Так, вот это понятно с этим все. Это заберем. А акулу пожарим и съедим. План такой, да. Тыц. Тыц. Хотя вот план можно бы и подкрепиться. И сохраниться. Так, что у нас тут еще есть? Водоросли скидываем. Ага. Что еще мы сюда скидываем? Медь. Уже ничего и не скидывается. Доски есть. Лам. Галина. Песочек. Уже ничего никуда не скидывается. Я так думаю, нам нужен еще один ящик. Так, снимаемся с якоря и плывем за пополнением пластика. Там где-то бочки были. Так, и попутно мы переплавляем какую-нибудь железячку. Да? Да. Памс. Памс. Бочка. Фух. Скучно одному играть. Макароны по 50 рублей. Блин, пропустил бочку из-за тебя. Привет тебе на стриме. И это, приятного просмотра. Одному, ну, как сказать. Интересней, когда много народу. По-любому. Вот. Но я-то уже не один. У меня тут есть акула. Вот ты зашел. Как бы нас уже тут прилично. Где-то птичка. Ага, ага, ага. И что такое творишь тут мне, а? Безобразие, она чучело мое хочет ушатать, а? Так дела не делаются. Так, платформочка есть. И там вот и бочки, и все такое прочее. Как-то между ними надо стать, подплыть и все это дело забрать. А там все мне яйца высиживает. Тут мне сказали, что чайка может и яйца снести в это гнездо. Но что-то я как-то проверяю, и она не несет мне их. Не знаю почему. Может, мне какая-то чайка дефектная попалась. Пока не пойму. Ага, здрасте. Мы вас не звали. Вот и пластик. А там пластика не так уж и много надо было. Нам все на это дело. Может быть, уже пора якорь или не? Давай вот так вот чуть-чуть. Пособерем бочки. Да, может быть, наверное, и да. Так, кинем якорь. Забираем все, что вот там у нас. Блин, ну как же мимо-то? Как же мимо-то? И что вы хотите сказать? Я туда не могу докинуть? Придется плыть своей задницей, рисковать. Хотя мне не впервые не привыкать уже с этой акулой. Она мне кусала, блин, очень много раз. Так, и вот здесь еще бочка. И ай-яй-яй-яй-яй, нет, давай назад. Вот она. Вот про что я говорил. Опять половину задницы откусила. Ну как вот можно? Вот что ей плохого сделать? Интересно. За что она со мной так поступает? Но тоже она как бы выжить-то хочет. Пожрать ей надо. Да чё ж оно все мимо? Вот нужен пластик, а он... Давай, сюда, да. Вот еще. А там впереди как бы вон не остров-то очередной. Но на следующий остров я все-таки уже предлагаю по координатам
Макароны по 50 рублей. Чё по 50 макароны? Ну ладно, чайка не может яйцо нести, значит меня обманули. Я тоже говорил, что она не может. А мне говорят, блин, несет она яйца, потом жарить можно. Я так понял, макароны ты играл в Рафт и имеешь представление, чем мы тут занимаемся. Это хорошо. Если что, будешь что-нибудь рассказывать интересное про то, как чайки не могут нести яйца, например. Так, чайки это ладно, хрен бы с ними. Нам нужно было устройство какое-то, вот такое, да? 2 микросхемы. А куда делись мои микросхемы? Я же делал. Вот они. Отличненько. Что еще? Нам не хватает всего лишь шарнира. И тадамс! Радиоприемник готов. Так. Начинается самое интересное и непонятное. Куда его поставить и как... А, так он тут прямо уже со столом. Ага, эту функцию убрали в обновлениях, их могут нести только домашние птицы. Понял, принял. Теперь все становится на свои места. Чайки яйца не несут. Так, а куда тут его вот так, чтобы он где-то прям вот как у себя тут дома был? А? Может, рядом с кроваткой? Так, что ему нужно еще? Увеличить, уменьшить. Это что такое? Требуется, написано, батарейка. Сейчас будет. Сейчас сделаем батарейку. Бля, а тут ловушки-то, эти сетки я не зря делал. Они тут собирают нам все на свете. Угу. Что сегодня на завтрак? Или уже на ужин, наверное, да? Так, схавали. Бамс, это назад, это тоже в еду. Что-то тут много чего всего. Что мы хотели делать? Мы хотели делать аккумулятор для вот этой вот всей приблуды, правильно ж? Вот, не аккумулятор даже, а батарейка. Где мы можем делать батарейка? Вижу. Слиток медный нужен. Что жрет, где жрет? Ну, медный слиток вроде как есть. Вроде как он где-то же был. Берем. Есть батарейка. Где скрипит? Вот тебе этот угол нравится, а? Акулья морда твоя. Бамс. Чуть не откусила. У нас есть теперь и батарейка уже. Ага. А ну пробуем все это безобразие, как оно будет работать. Положили батарейку. Так. И что же дальше? Нужна большая высота и добавлена какая-то заметка. Это здесь, наверное, да? Радиотовар. Антенны тоже нужны для приемника. И хоп, и удалено сообщение. Не успел прочитать, но я понял из всего, что антенны тоже нужны. Ну-ка. А как вот это вот все листать здесь? Ну, почему не включается? Вот я же тут пробую на нее. Или оно как-то тут по-другому? Радио Тавер 9636. Или это как просто типа координаты, да? 9636. Не работает, короче, эта приблуда. Сменить число. Почему не светится? Батарейка-то есть, антенны тоже нужны, чтобы 5G сеть в рафт ловить и острова искать. Про 5G сеть шутка. Ну ты шутник, однако. Я так и понял, но нужна высота, значит мы идем в сторону. Вот эти нужны, да? Тут тоже микросхемы и болты. Сколько их нужно? Одной хватит антенны, я надеюсь. Микросхемы — это опять история, связанная с соком лианы и пластиком, которого у нас, между прочим, и нет. Да? Тогда что? Тогда мы плывем дальше. А, подожди, или у нас тут платформа ж была?
Ё-моё, надо же ее все-таки облутать-то. Не проплывайте, как говорится, мимо. Там-то ящик по-любому есть. 3 штуки антенны. Сам приемник повыше надо. Сам приемник повыше надо. Это второй этаж, что ли, строить? На Плотецком на моем, да? Получается так. Сейчас тогда все сделаем. Сам приемник повыше. Нужна... А, так он, да, в принципе-то и пишет. Что-то я сразу не протямкал. Так. Что здесь нас ждет? Тут как-то надо быстро-быстро. Ага. Запарился я тут. Быстро-быстро. Что тут, куда дальше? Но она же все равно сейчас утонет, да? И, в принципе, мы успеем ли мы забрать этот ящик? Забрали. В руках посылка. 3 антенны и повыше, да? Да, откроем ее сразу, чтобы она у нас тут не маячила. Картину научились. Очередную. Так. У нас проблема в пластике. А пластик вот тут вот есть. Усманчик. О, слушай, а есть шанс, что мы докинем до того пластика? Нет, шансов нет. И микросхема пластик. Тогда движем дальше, собираем пластик. Сейчас наделаем микросхем. И всего в таком духе, да? Парус. Что по парусу? Парус куда-нибудь вот туда. Даже немножечко, наверное, вот так. Слушай, ну как ты задолбала, а? Птица. Птица, птица, как тебя зовут? Хорош, птица. Херней заниматься и мешать нашим крафтам доблинства. Радиовышек. Или антенн, как там они называются. Так, а чтобы повыше, я еще к плоту не пристраивал ни один этаж. Это получается, мне сейчас нужно будет много досок, да? Ну, я это так понимаю. И мимо. Да, блин. А вот это. Оп. Сюда. Еще пластик. Еще пластик плывет. И там же акула что-то где-то трепет. Умри. Умри, гадость. Сколько ж можно тебя истреблять, а? Так, и еще пластик. Забрали. Там он бочки впереди. Сейчас, значит, будем достраивать нужные этажи. Лампс. Больше сейчас пластик интересует. Почему-то он как-то быстро у меня кончился. У меня поочередно заканчивается. То досок не хватает, то пластика, то листиков. И, в общем, это вот какой-то круговорот здесь происходит. Вот этого всего безобразия. Так, ну забрал. Доску забрал. Забрал. Бочка, бочка. Пластик. На горизонте. Даже 2. Только хотел спросить, а где эта акулья морда, и вот она. Так, я так понимаю, нужно якоречек, и у нас уже чего-то во что-то не влазит. Потому что везде и всюду валяются ресурсы. Так, это скинули. Что еще сюда? Вот эти слиточки сюда, по-любому, петля. Зато есть доски. Здесь-то что? Ну, пластик, это естественно. Мне, по-моему, еще и сундук какой-то нужен, потому что у меня уже в эти сундуки почему-то не вылазит все то, что я хочу в них пихнуть. Вот этот полный, и как бы у меня тут все полное. И как с этим быть, как поступить, ни глина, ничего туда не влазит. Поэтому я уверен, нам нужен еще один сундук.
Что мы сюда закинем? Сюда мы закинем руду плавиться. И досок добавим. А вот из чайки выпадает окорочок, который можно пожарить и скушать. Спасибо тебе, макароны, но уже жарил и уже кушал. Все, уже разведал, распробовал. Да, окорочки классные. Но у них еще и у чаек перья есть, которым я вот гамак там сделал. Там перья нужны прям были. Без перьев гамачок не сделаешь. И наверняка еще куда-то они там будут нужны, но я пока еще не дошел, пока не знаю. Это такой один из первичных ресурсов перья. Ну а окорочки, да, окорочки, естественно. Очень вкусное блюдо. Да блин, да докинь ты до этого сраного вонючего пластика. О, забрали. Годится. Доски, да. Теперь вопрос с микросхемами. Медный слиток, сок лианы. Слиток есть, сок. Надеюсь, что есть, да? Раз, два, три. И все они повыпадали. Почему? Да, потому что полон уже наш. Да умри. Бля, ее заглючило как. Прикольно. И окорочки уже вываливается, и все вываливается. Блин, а на сундук я ресы тратить не хочу. А как же быть тогда в таком случае? А в таком случае, вот, допустим, 5 камней. 5 камней пока не надо. А куда опять делся пластик? Почему его 2 осталось, если я... А, я микросхемы сделал. Все логично. Так, сейчас вопрос в антеннах. Нужны болты. Ячейки для болтов я не вижу. А сами болты у меня вроде как были, или нет? А для них нужен хлам. Вот как раз хлам весь и переработан. Нет. Для них нужен слиток, оказывается. Ага. Делаем. И тут же все выкидывает. Так дела не пойдут. Хе-хе. Ну это да. Что тут по ящикам было? Хлам и один шарнир. Один шарнир есть. И почему-то я его вместо хлама... Вот так, да? Вот. Теперь вот отсюда это все нужно забрать и поставить сюда ящичек. А, как оно будет? Как-то вот так, наверное, да? Чпыньк. Годится, годится. И теперь вот это вот все, которое уже которого много. Опять она. И выбирает же самые такие крайние точки. Ну что ты будешь делать, а? Ай-яй-яй. Откусила. Гадость. Одним словом. Так, болты. Надо все чего-то сейчас пораскидать и потом заново скомплектовать, потому что у меня уже ничего никуда не влазит. Вот. Вот это что? Это окорочка. Это история про окорочка. Жареная пока есть, а на прожарку стоит, наверное, еще чего-то взять. А то сейчас туда-сюда и уже время ужинать, а у нас нечем ужинать. Так. Поэтому мы берем вот эти замечательные окорочка чайки. Вкусно, все съедобно. Из железа и гвоздей можно армировать пол, чтобы акула не грызла его. Знаю, знаю, но все вот у меня никак не доходят до этого руки, чтобы это все армировать. Не столько руки, сколько ресов. Ресы поочередно кончаются. Хочется сделать сразу много, и то, и то, и то, и пятое, десятое. Ну, ты если играл, то знаешь, понимаешь меня. Вот, и в итоге... забывается вообще, а что я хотел сделать, а что я хотел типа сделать, ну типа такого. Вот сейчас я точно уверен в том, что нам нужна антенна, хлам, микросхема и болт. Микросхема, болт и где-то вот здесь у нас был хлам и хлам. Раз, два, три их нужно, да, то есть нам не хватает всего лишь хлама. Хлам вот здесь есть, третья. Так, три антенны. Три.
Не две, не одна, именно 3. И, значит, нужно... Что, сносить придется, да? Мне тут подсказали, что нужно повыше. А как его теперь снести? А что у нас? У нас с водой, да? Траблы. Ну, не то чтобы траблы, но попить бы надо. Пару. Заготовим это все дело. Все, полно. Так, а как же нам теперь поступить? Что нужно сделать вот с этим, чтобы его передвинуть? X убрать. Вижу. Вижу. Просто сразу почему-то там X не было. Теперь, значит, что предлагается? Нам говорят, нужно достраивать, да? А достраивать, наверное, будет не из чего, потому что у нас проблема с пластиком. X. Что это за символы? Не знаю. X или H. Х, тогда Z или тройку туда допиши еще. Посмотрим, что мы имеем по стройке. И да, антенны нужно ставить еще выше, чем приемник, и на расстоянии друг от друга. Ух ты, как тут все заморочено, блин. А как до этого самому, если догадываться? Вот если б ты сейчас не подсказывал, а? Как бы я до этого, до всего додумался. То есть, сейчас вообще голова взорвется. Изначально нам нужен второй этаж, если по порядку. Либо же вот это вот хватит половинки. Половина прочной деревянной. То есть они тут еще и разные. А ну, если я хочу, допустим, так. А сколько, какого размера они тут нужны? А вот приемник пишет об этом. Да, уже пишет, уже понятно. Тут вопрос в другом. Как я пойму, какой он ширины? О? Я вообще ни разу еще второй этаж не делал, поэтому... И плюс у меня еще и пластика нет, чтобы немножко плот расширить. Во вкладке пол есть настилы вроде. Да? А где? А ну. Деревянная крыша, фундамент, стена. Нет здесь настила. Все что угодно есть, кроме настила. Фундамент. Ну, фундамент это вот. Так, поесть бы не помешало, а то у нас сейчас эта вся история плохо закончится. Еще и опять эта акула вонючая. Где? Еще один отсандалила, блин. Третий с конца. Вот это что ли? Это какое-то дощатое ограждение в поле. Третий с конца поля. Деревянный настил. Ага. Прочный. Ну, допустим, что для него нужно? Для него нужно дерево, да? Допустим. И как это все делается? Почему он никуда не хочет ставиться? Да уже нашел настил, но тут такое дело. Он ставиться почему-то не хочет. Вот. Я хочу настил. Может, ему просто места здесь практически не хватает. Вот в чем может быть проблема. Ля, она мне отмотала уже оба уха, короче, этих. Так, либо может быть какой-нибудь вот попроще, вот такой. Но он как бы не ставится сюда. Я не знаю почему. Но предполагаю, что места не хватает, и я думаю, что нужно вот так вот достраивать, но у меня для этого нет пластика. Даже не появляется нигде. Странно. А я про третий с конца. Ну, настилы же. Так это приподнятый пол тогда. Это немножко другая история. Пол высотой до середины стены. Ага. Так. Уже лучше. И куда мы его примастырим?
вот раз у меня вот здесь вот это безобразие все вмещалось, то я предлагаю как-то так, наверное. Вот так, и на него, значит, уже, да? На него ставим вот этот приемник. Так годится. А как я буду до него доставать? Забыл название. Да ничего, бывает. У меня такая же фигня постоянно. Так, а вопрос. Как до него теперь это? Батарейка-то у меня есть. Установили. Ага. Неплохо бы вот тут вообще достроить это все. Так. Хотя бы простенькая, да? Но тут вот всегда вот эта вот история, когда чего-то не хватает. Нужно плыть за пластиком. Нужно в любом случае сниматься с якоря и плыть навстречу приключениям, связанным с добычей пластика. Я так думаю. Ну и попутно собирать еще все остальное. Еще один ставь. Как еще один? Как еще один? Зачем еще один? Вот мне интересно, как я об этом обо всем должен догадываться, когда мне вот ты, допустим, не подсказывал бы сейчас, а? Вопрос. Вещи ж вот... Хотя он там писал чего-то про высоту, да, было дело. Для того, чтобы стоять на нем. Понял, понял. Сейчас сделаем. Сейчас мы сначала плотецкий-то наш подрасширим. Но для этого нужно очень много пластика. Люди вот в свое время мусорили в океан, а теперь мне это вон как пригождается. Я бы не выжил без всего этого хлама, пластика. Так, что, будем пробовать, наверное, да? Хватит там его. Ну, во-первых, это нужно вот так вот, наверное, все сделать. Во-вторых, я даже спать ложиться не буду, чтобы запустить эту радиостанцию. Как раз вот сейчас ночь и самое время. Так, что дальше? А почему батарейка пуста? А как быть? Как пуста? Почему пусто? Куда она испарилась, что ли? Как ее зарядить? Тогда вопрос. Или сделать еще одну батарейку? Ой, это по-настоящему мучение происходит. И опять эта собака где-то меня покоя не дает. Уйди. Уйди. Не выкидывай батарейки. Да я-то не выкидываю, но это... Тут она пустая, я сомневаюсь, что она будет работать. Давай, чтоб не выкидывать, давай ее, может, сразу сюда скинем. В таком раскладе. Так, и что? А, ну, в принципе, вот так вот можно как-то, да? Взаимодействовать с ним. А что тут еще они нам предлагают? Приподнятый пол. Но он же ж, блин, он же ж такой же будет. Арматура для фундамента. Вот оно где армирование. Не нужно оставлять включенным приемник. Так подожди, нифига, батарейка-то у меня в руках была. Или, блин, а что, она так быстро ее выедает? Что-то емкости маловато получается. А, ну типа вот так, да? Попить бы. О, блин, а где вода? Вода. Я надеюсь, она вообще есть. А то сейчас мы сделаем тут приемник и все остальное прочее. Тут уже как бы не отъехать, а? Вот это я понимаю. Выживаем на грани фантастики, блин. Про приемник не оставлять включенным. Понял, принял. Не буду больше. Я уже прочувствовал, как это печально последствия. Батарейка отъезжает, и ты как бы все. Ничего никак не можешь. Что-нибудь бы еще сожрать. А что тут нету ничего, да? Так, и уже, кстати, и утро.
наступило. Что у нас тут в итоге получилось? Как-то вот так. Теперь требуется батарейка. Ну ладно, давай сделаем еще одну. Либо же сначала антенны. Из пустых батареек можно будет потом сделать налобный фонарь или зарядить. Понял. Что по антеннам? По антеннам. Вот сюда годится, если я поставлю антенну? Или как тут эта вся история будет? Ну, допустим, раз. Или их еще выше надо? Два. Предположу, что их можно поставить вот так вот с разнесением, да? Направление, интересно, роль играет этих батареек. Так, ну сюда понятно-то. Где ее брать? Пластик. Опять все упирает. Их на высоту надо. Че, еще выше, что ли? Вот, блин, а. В общем, я так понимаю, мне нужно плыть и подальше друг от друга, понял? Мне нужно плыть, собирать все для того, чтобы сделать повыше плот. И только потом я смогу их поставить, наверное, да? Так. Ну окей. Этим и займемся. Плюс-минус на 3 блока ввысь. Выше, чем сама вот эта радиостанция или от уровня плота? Слушай, а под них какие-нибудь эти штуки предусмотрены? Ну, я имею в виду. Может, их раз-два и на нее? Да уж. Заморочки. Поплыли. В любом случае, без пластика нам пока ловить нечего. Поэтому максимально сосредоточимся на добыче первичных ресов. Ну и из половинок можно сделать, если дерева мало. Сейчас разберемся во всем. Давай я попробую для начала, наверное, все-таки поднабрать поболее ресов, чтобы каждый раз не упираться в то в пластик, то в дерево. Вот, а потом мы все это дело придумаем, как сделать. Чпок-чпок. Мастер Про, лол. Ох, не говори Мастер Про. Лол еще тот. Приветствую тебя на стриме. Вот, приятного просмотра. Смех, да и только. Смех сквозь слезы, я бы сказал. Тут, блин, такое, я же говорю, как если с подсказками хрен ладу, да, что как тогда в ней выживать, если тебе никто не подсказывает? Внимание, вопрос. Да, такой интересный вопрос. Что-то приловил. Еще у меня отъехал крюк. Это прям вот вообще окончательно и бесповоротно. Отмотала она очередной кусок, я смотрю. Все на какой-то суете происходит, да? Ладно, мы сейчас все это дело починим, поправим. Крюк. Зашибись, хоть для крюка все есть. Вроде легко, но сложно. Как бы да. Я бы не сказал, что это легкая игра. Тут просто вот эти нюансы, при которых там чего-то повыше надо поставить, что-то пониже. Ну, как бы такое себе. Но с другой стороны, до всего этого допереть тоже нужно. И как бы именно в этом-то и тоже для кого-то интерес состоит, правильно же? Чтобы это было непросто выжить. Ну, я понимаю, я как бы тоже рано или поздно бы допер, чего нужно делать. Но это вот сколько бы времени прошло, это невероятно было бы. Просто, что антенны тут нужно разнести, что есть вот эти вот разнесенные какие-то по высоте постройки, что это все настолько так критично и категорично. В общем, я не знаю, у меня хоть влезет этот... Да отмотайся ты от меня, подруженция. Без тебя плохо, но и с тобой не очень. Да где ты есть? Еще не хватало, чтобы она меня сейчас еще. И это еще начало. Ну тут начало-то начало. Но нужно сначала все это начало понять.
Ну, по сути, да, это начало ввиду того, что еще и сюжетка-то не началась, я так понимаю. Она начнется после того, как... Я уже забыл, что я хотел. Вот в чем... Вот в чем еще проблема. Так, ну однозначно стоит не забывать про еду. Время от времени да подкидывать в наш замечательный гриль чего-нибудь на прожарочку. Вот, картошку сюда. Подарки. Мы будем открывать подарки? Кто мне скажет сегодня? У меня их тут уже 9. Или будем открывать на 10? Или вообще не будем? Кто что скажет? Так, и копье бы надо. Веревки 2, 1 болт. Болт и веревки. Радиовышка, потом лайнер, потом еще. И не буду спойлерить так сильно. Да, так сильно не надо. Ты там кое-что, если подтупливать начинаю, поправляй. Мне, в принципе, пригодится. Я тоже не хочу тут тупеть сидеть. Вот, а прям все рассказать наперед, ну это, конечно, нехорошо. Что там нужно было для вот этого? Болты, болты. Где у нас болты? А болты мы можем. А что еще? И веревка. И веревку мы, кстати, тоже можем. Или могем. Веревка. Во-во. Вот, а вообще классненько. Спасибо, ты вовремя зашел, иначе я бы тут не справился, наверное. Ну, точнее, я бы справился, но это прошло бы пипец как долго времени, если бы мне кто-то не подсказал по этому поводу, что и как тут варганить, и из чего, и как это все дело одолеть. А почему у меня бутылочка пустая? Набрал. Так, теперь нужно сюда же соленый. Ага. Так, и в общем-то еще в принципе похавать и продолжим наше увлекательное мероприятие. Пятый эпизод это пятый стрим или как? Да, пятый эпизод это пятый стрим. 100%. Там их уже 5 роликов. И каждый называется эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3, эпизод 4. Вот мы сейчас бодаемся с пятым. Я хотел копье. Да. Антенны пусть лежат, эти почему не стакаются? Свекла, вообще ее нужно давно употребить. Все, вся свекла. Так, сохраняемся, возвращаемся к нашим баранам. И еще ж попутно постоянно нужно чего-то не забывать переплавлять, ведь так. Потому что если не плавить, потом не из чего будет делать. Парус этот мешается, нужно тут как-то все это дело поперестраивать, я так думаю. Так, ну допустим, пусть медь плавится, да? Медь-то это нужный ресурс. Умри. Не в этот раз, да? Так, и плотец надо потихонечку еще даже подстраивать, достраивать. Вот здесь мне не хватает одной. И вот здесь тоже. И как там она у нас сделана? Сюда бы сетки еще, да? Ага, сетки. И дров-то уже маловато. Вот и упираешься постоянно вот в эти вот факторы, при которых тебе то того не хватает, то того не хватает. Ладно, это все лирика. Нам что-то нужно придумать с антеннами. С антеннами. Антенны вот тут по краям, наверное, нужно ставить, да? Но опять же, досок неплохо бы было бы где-то. Доски есть. Ха-ха, у нас есть доски. Полдела. Так, ты говоришь, еще нужно выше. Давай попробуем, может быть, как-то вот так. Ну и типа, если их двойные сделать, вот так, да? Это же будет повыше? Или я что-то опять не то делаю? Кто мне расскажет, как это все? Так, вот это теперь можно сделать треугольный прикол. Какая разница, да? Казалось бы.
Ну вот, я ж теперь могу их поставить, правильно? Достаточно ли этого просто будет? Под большим вопросом. На краю их акула загрыз. Я их сейчас обстрою, я понял. А по направлению этих антенн, а то тут сейчас выяснится, что их еще в определенное место куда-то направлять надо. Так, ты говоришь про правильные вещи. Нужно их как-то вот так вот. Ага. Чего теперь нет? Теперь нет пластика, и по пластику нам надо плыть. Пластика... Кто видел пластик? Где пластик? Нету, да? Ну, поплыть. Ага. Так они еще тут и проводами как-то посоединялись, да? Прикольно. Плывем за пластиком, раз такие дела у нас. Ну и не забываем все остальное, в принципе. Нам тут много чего нужно. Тадамс! Ух, как я ее вообще ловлю. Без разницы. Ну хорошо, хоть без разницы, куда их направить. А то я тут вообще бы опечалился. Так, и вот так вот все будет работать. Но нужно еще, естественно, поставить третью. Разнести вроде как получилось их разнести, да? Ладно, будем посмотреть, что дальше у нас будет происходить. Мне прям уже самому все больше и больше интересно становится, к чему это все приведет. Гляньте, сколько бочек впереди. Вот это вот зря куда-то уплывает от нас. Она мне как бы пригодится, я думаю. Вот скотина. Ваня ГГ. Ваня ГГ, привет. Приятного тебе просмотра. Добро пожаловать на наше выживание, в наш видос, в наш вот этот океанический мир, безбрежный, бескрайний, в котором мы пытаемся выжить, найти, я так понимаю, землю мы хотим, людей, да хоть кого-нибудь. С нами еще попутно есть акула. И она нам не дает постоянно покоя. Привет, в общем, привет всем, кто присоединился. У нас задача на сегодня. У меня караван. Ну то есть к нам присоединяются, в принципе, люди, которые уже прошли дальше, чем я. И сейчас, наверное, будут посмеиваться. Типа, ха-ха-ха, да ты тут еще бодаешься над чем-то пустяковым, а у меня тут уже караван. Инъякт, привет. Инлайт. Инлайт. Инлайт, да, тебе привет уже говорил в предыдущем. Инлайт это постоянный уже практически заходит ко мне человечек. Вот, еще раз говорю, всем приятного просмотра. Если что-то не так, пишите в чат. Да. Под видео в описании есть различные ссылки на Discord, на ВК, на что там еще есть. Steam есть профиль. Мне больше всего в Steam нравится. Там и общаться можно, и в принципе все полноценно. Не знаю, все почему-то Discord, а в Steam меж тем такая же неплохая голосовая связь. Я уже пробовал, мы уже играли в кооперативе, и не в одну игру, именно через стимовскую. Там они прикрутили в дополнительных настройках, можно убирать эхо, еще что-то там делать, шумоподавление какое-то включать. В общем, у них там вроде я аж что-то выкинул. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ёптить мать! Да она все-таки у меня умотала что-то, и я что-то выкинул. Так. Привет. Стримеру улыбка. Смайлик. Спасибо за смайлик. Это подбадривает. Не унывать вот в этом мире, где тебя куски постоянно отрывают, постоянно ты забываешь чего-то делать. Так. Здесь нужно бы достроить сразу. Что-то. Где-то бочки там проплывали, столько всего происходит, что я не успеваю понять. Давайте так. Давайте закинем мы якорь. Еще вот это вот прилетела эпидемия. Якорь кинули. Все отлично. Но это пока. Сейчас все моментально может поменяться. Вот. Я думаю, спать мы опять не будем ложиться. И
Пока вот это вот все соберем тут вокруг, вот эти вот свекла забивает ячейки, мне не нравится. С нее толку-то с этой свеклы особо нету. Но ячеечку она прям забирает. Так. Га-га-га. А что вот здесь? А это же пластик. Так, и мы, значит, что мы, как мы договаривались? Мы что делаем? Мы от акулы вот эти вот антенны хотим защитить, чтобы не откусила она кусманчика от них. Ведь так, ведь так. Плюс у нас какой еще вопрос? Нужна еще одна, да? Вот, кстати, пластик почему-то до сих пор не собран. Кто просмотрел? Забрали. А для этого нужно... Так, макароны. Спать полезно, руда плавится быстрее. Блин, я про нее что-то вообще уже забыл, про эту руду. Ее нужно тут периодически, да, закидывать. Чего-то куда-то. Ох, блин, ну просто тут темп, особенно ты макароны мне задаешь, там и то, и то, и то, и то, но ты же сам понимаешь, что когда играешь, это вот все одновременно делать нельзя. Ладно, народ, по посылкам, я уже второй стрим подряд спрашиваю, посылки будем открывать или нет, интересно это вообще или нет, или все видели, типа все знают, и нафиг ты иди в жопу со своими посылками. Вот, никому это не интересно. Я не знаю. Я от них, вот честно сказать, толку-то не особо пока вижу. Открой все посылки. Инлайт, да наконец-то. Давай. Да-да-да-да-да-дам. Торжественно. Открытие всех посылок. Всех 11. Погнали. Первое. Пумс посвящается Инлайту. Инлайт, у тебя флаг. Да. Стол макароном. А почему нет? Кто тут у нас еще есть? Ваня. Ване тоже стол, но какой-то накрытый скатеркой. Коврик пусть будет мне. А что мне? А то мне... Вот стул какой-то прикольный такой, да? Полка. Эти посылки в новой обнове добавили. Их, наверное, не все открывали. Не, я уже много пооткрывал. Вот, открытая книга. Но пока от них, пока нет нормального плота и не обустроено все как следует. Вот, допустим, картина уже в 1000-й раз выпадает, и флаги разные. Я так понимаю, это все где-то вот здесь вот собирается. Флаги, да, вот картина. А, ну так они разные становятся, да, тут краски нужны. Слушай, да, это так все прикольно потом выглядеть будет, если это все прям нарисовать можно будет. Ну, есть у меня такая цель. Пройти эту игру всю. Ну, не знаю, сколько это времени займет. Меня вчера в гости к себе на плот приглашал один игровик, и у него там сделано практически все. У него ачивок штук, наверное, 80 выполнено. Там совсем за малым ему осталось, чтобы... Давайте все-таки поспим. Утро вечера мудренее. Вот. И настолько все интересно. Он мне там показывал, у него рояль есть. Даже сортир есть. Я охренел, что на плоту там прям сральник такой стоит. Вот. И насколько это все здорово у них тут придумано. Так, это забрал. И... Ага, где? Сюда. А вот сейчас бы антенну трепало, вот абсолютно на 100% уверен. И мы все-таки не порешали с антенной. Опять же, мы уперлись в пластик, который мы прямо сейчас, не откладывая, и отправляемся собирать. Не забываем вот это вот все. Будет завтра рафт. Завтра вполне вероятно будет. Но, в принципе, еще сегодня не закончился, как бы. Завтра будет, но после работы. Потому что у меня завтра будет работа, а потом, возможно, будет рафт. Еще посмотрю, как я себя после работы буду ощущать. О, здоровый остров впереди. Кстати, впереди, вон, я вижу. Меня не обдуришь, у меня глаз наметан. Глаз алмаз. Сейчас мы попробуем. Блин, здоровый остров это плохо. Там же там птички, да? Вот за сегодня это уже второй
стрим. Я чуть раньше там играл. И вот вроде как закончил, а потом что-то сидел, зачесалось. И думаю, а какого хрена? Интересно же, что будет дальше происходить. И вот подрубил еще один. Вот поэтому как-то так. Будет. У меня, в принципе, то видосы, то стримы выходят каждую неделю. Не с разной периодичностью, но выходят. Так, Inlight. Строй более укрепленный фундамент. В первом слоте на молотке. Там есть выбор, 2 варианта. Акула его не так кусать будет. Это я знаю, но мне категорически постоянно не хватает на это все дело ресов. Вот в чем проблема. Там поболее ресов-то требуется для этого фундамента. И еще вопрос. У меня же, в принципе, если я вот это так оставлю, а кругом обойду, она-то не может грызть там по центру, правильно же? И может быть просто кругом обойти уже вот этим укрепленным, как ты говоришь, фундаментом. Привет, Несквик. Несквик, привет еще раз. Как всегда, по традиции, Несквик, приятного тебе просмотра. Хорошего нам всем стрима, удачного выживания, выживления. Как это все не назови, цель у нас определенная. Мы не хотим умирать, мы хотим выжить, мы хотим увидеть. Вроде может по центру, в смысле, задамажить плот. Вот это новость. Это прям интересно. А смысл тогда делать? Тогда нужно смысл укрепленным делать, по сути-то, весь получается плот. И что мне вы предлагаете заново перестраивать? Или потихоньку, постепенно менять эти блоки? Блин, близко не хочу я к острову подплывать. Там наверняка есть эта птица. У меня уже было, что она меня так это не взлюбила, начала камни какие-то мне швырять прям на голову. И все вот это вот и мне не понравилось, короче. Я надеюсь, она не долетит до нас. Блин, а остров этот я ни разу не видел. Сколько здесь плаваю, обитаю, ни разу. Несквик, нет, тебе плот в круг сделать. И все, что посередине, акула не тронет. Вот и я ж про что. Круг укрепим. Но не сейчас. Сейчас есть задание поважнее, а именно нам нужно установить 3-ю антенну. Как-то так я бы сказал. И пособирать все, что можно, все, что нужно, все, что не нужно. А вообще, вот я вижу там шкала вот эта вот с окорочком. И как бы вот эта шкала с окорочком, она уменьшилась. И нам нужно в первую очередь поесть. Несквик, так, давай зайду, помогу, если не против. Блин, я Несквик сейчас перезапускать не буду уже, а там я поставил, что никто не может зайти. Насколько я помню, ты в друзья, я тебя добавил, у тебя там как-то затылок, по-моему, ник. И ты, в принципе, можешь зайти, но давай уже не в этом стриме. Давай я повыживаю сейчас пока сам. Да, вот, а в следующем мы с тобой обсудим. Мы с тобой, между прочим, еще и так и не обсудили, как мы там будем с тобой кооперироваться и как во всем в этом безобразии мы будем совместно выживать, окей? Давай мы так договоримся и без всяких там обид. Вот, я якорь кинул, надеюсь. А то я пока тут еще и разговариваю, тут же для стримера я только сам начинаю понимать всю сложность происходящего. Для стримера усложняется намного вся эта задача. Ты играешь, плюс тебе еще нужно успевать читать сообщения, отвечать на них. И все вот это вот 1 на 1. Ну, я в Дискорде твоем сейчас. Да в Дискорде-то понятно, я в принципе только вот рассказывал. Я играю через сам Steam, там есть прекрасная эта голосовуха, можно общаться также. И поэтому лучше в Steam. Мне лишнее приложение тоже не особо как бы нужно. Может, я, конечно, ошибаюсь, но потом пойму, в чем именно я ошибаюсь. И что-нибудь по этому поводу обязательно подприму. Да наконец-то, собака. Мотали мы ее, и сейчас как раз мы хотим похавать, и заодно и пожарим ее. Вот что я предлагаю. Я уже с этими антеннами начал путаться, где у меня что установлено. Вы не поверите. Такое вообще прям сверхъестественно. Так, пам-пам-пам.
Закинули. Жарится. Жарится. Хорошо же. Ну, хорошо на самом деле. Мы можем захавать практически всю картошку, пока у нас вот это вот там тревожится этот столбик. И пока не парится. А там как раз, глядишь, и акула поджарится. И я хотел все вот это лишнее куда-то поскидывать. Ну, ты 6-ю часть сегодня будешь делать? Я не знаю, вот 5-ю хотелось бы доосилить. Пятую, пока 5-ю. В 5-й задача совершенно определенная. Я хочу запустить все-таки этот радиомаяк, а для этого мне нужно тут пристроить еще. Так, это 11-я голова, то есть, я так понимаю, 11 акул я каким-то образом умудрился ушатать. И у меня вот опять ничего не переплавляется. Меня это не может не волновать. Потому что плавить нужно везде и всегда. Ты чем-то другим занимаешься, а оно там плавится. И он там еще впереди бочка есть, это хорошо. То есть, вот этих двух, в принципе, хватает, да, вот такой высоты. Если их хватает, тогда я предлагаю следующее. Поставить где-нибудь 3-ю. Ага, пластик и дрова. А я взял все и поскидывал. Это вот зря я сделал. Но пластика не так уж и много. Ага, еще и выкидывать молотки бы не надо. Так, вот здесь как-то это все нужно, наверное, поддостроить. Ну, чтобы оно какой-то окончательный, целостный какой-то вид приобрело. Да? Я, наверное, размышляю, может быть и логично, но с точки зрения игры, может быть и нет. Вот эта вот грядка, она меня, короче, угнетает и бесит. Мне она тут абсолютно не нужна. Примем волевое решение от этой грядки и избавиться. Так, и нам нужно замутить антенну. Как там это все прикольно делалось? Вот этими вроде, да? Треугольный, либо простой. Либо простой. Впервые у тебя на канале. Ну, Ваня, все когда-то бывает в первый раз. Приветствуем тебя всем составом мы здесь у нас на канале. Я бы даже называл у нас на канале, потому что вы, зрители, также являетесь частью этого канала, и без вас, собственно, канала бы и особо и не было. Вот поэтому, ну, это я так рассуждаю. Кто-то может согласиться, кто-то не согласится. Блин, а теперь как-то нужно туда запрыгнуть. И для этого нужно поставить еще одну. В принципе, потом сможем разобрать. Вот, поэтому впервые давай у нас на канале. Мы тут все вместе, дружненько будем проходить рафт. Ну, пока рафт вообще на самом деле в разные игры играю. Там, если посмотришь на основной странице канала, зайди, есть видосы. А не забудьте, кстати, подписаться. Это важно, говорят на ютубе, так нужно рассказывать. Ставьте лайки, не забудьте подписываться. Я не заставляю, но типа, что напоминать нужно. Я себя сам иногда ловлю на мысли, смотришь что-то интересное и думаешь, ля, прикольно. А потом хоп, и лайкос забыл поставить. Так что не совершайте моих ошибок. Вот. И подписаться еще, бывает, забываю. Хлам. Нам нужен хлам для батарейки. И, в принципе, я так понимаю, вот эту эпидемию всю мы сможем каким-то образом и запустить. Хлам для батарейки. Ага. Ну. Батарейка выедается, я это уже понял. Она прям выедается на раз, два, а то и 3, 4, 5. Бамс. Закинули. Включенным не оставлять, да? Вот это вот что-то тут так. Ага. Хотя бы во всем разобраться. Ля, прикол, это ж эти. Это же упаковки от чипсов Pringles. Вроде как, да? Уже. Ну, молодец, что могу сказать, твое здоровье. Так, погнали далее. Я, насколько все это, если правильно понял, то вот здесь у нас вот в этом дневничке есть некие координаты 96-36. И если я правильно понял, то мы можем вот эту эпидемию... Нужна большая высота. Так.
Это что еще за новости, а? Это что означает? Как это нужна большая высота? Нужна большая высота чего? Ну ёшкин матрешкин. Выключить не забыл. Батарейка, по идее, не должна садиться. Еще большая высота. Ну ё-моё. Все это сносить? Ладно, уговорили. Будем пробовать. Тогда она будет выше антенн, получается. А батарейка осталась. Ну, хоть это радует. Так, то есть что она мне предлагает? Еще вот так? Да? Скорее всего, приемника. Да вот и я понимаю, что скорее всего приемника, но, блин, это прям издевательство-то уже, ребята. Где-то досок еще надо взять. Ну, доски-то вот тут под контролем у нас, и это неплохо. Так, еще выше. Ну, куда ж еще выше? Ну, я, конечно, попробую, но вот это вот мне уже начинает, конечно, прикалывать. Как это? Это прям вот так, что ли? Ага. Ну, давай, а чё нет? А что нам мешает? Все в наших руках. Правильно? Правильно. Попробуем. Еще выше. Так, тогда тут вопрос. Ха. И надо тогда, получается, и вот эту еще выше. Либо вы просто надо мной прикалываетесь. Ну, окей. Будем надеяться, что не прикалываетесь. И попробуем вот на такую высоту. Требуется батарейка. Батарейка есть. Окей. Закинули. Ключ. Опа! Заработало! Да вы видели! Да заработало же! Хе-хе-хе! Но как-то что-то мне вот эта вот вся постройка, она не нравится. Почему? Потому что это все, во-первых, как-то некрасивенько. Во-вторых, ладно уже, хрен с ней с красотой, да? Нам нужны опять доски. Блин, заработало. Я хоть выключил, а то батарейка тут, говорят, может отъехать в легкую. Я выключил, вот. Батарейку забирать, не знаю. Теперь, что мы сделаем? У нас тут проблема определенная с покушать. Ай-яй-яй, вот это вот вообще нам сейчас не нужно было. Еще и грызануло. Вот у нас как раз тут приготовилась мяско. Мяско акулья. Это та, которую предыдущую мы ушатали. Все это дело мы сейчас запьем. Запьем водичкой. Так. Жизнь у нас немножко подналаживается. Если бы еще не вот эта вот сволочь, которая постоянно что-то от меня трепет. Так, ни досок, ни пластика. Это очень плохо. Сюда мы скидываем слитки, доски, пластик. И придется нам, наверное, проплыть еще поднасобирать. Но заработало. Заработало, я прям очень рад. Наверное, мы сохранимся на этом моменте. Ляжем, передремем. Как я всегда говорю, утро вечера мудренее. Проснемся и помчим, налутаем досок, налутаем пластика. С якоря снялись. Вот в ту сторону нам нужно, да? Вот так вот плавненько погнали. И продолжим наши безумные эксперименты по поводу вот этих всех радиосигналов. Блин, что-то я пока все это дело строил, я разучился нахрен добывать. В принципе-то у меня есть сетки, и вот это вот все, что я не долутаю тут, оно, в принципе, где-то там в сетках должно осесть, я это так понимаю. Вот. И все они как раз-таки плывут прям куда надо. Удивительно. Такое редкое явление. Я уже куда попало начинаю все это тут кромсать, делать. Уже лишь бы как. Куда мы вообще плывем? Полная потеря координации. Так, соберись. Соберись, игровичок. Рано расслабляться. Все самое интересное обещают впереди. Так, досок немножко есть. Того всего всякого такого.
Долутаем то, что не долутали. Вот это, блин, метко было. Довольно-таки. И на чем мы остановились? Мы остановились на том, что вот эта вот вся история у нас заработала. И нужно понять, что оно нам дает в итоге-то. Да? Вроде как так. Вот здесь бы подостраивать. Что-то мне тоже вот тут вот все это напрягает. Но сейчас можно потратить много ресурсов. Птицы я, кстати, не вижу. Может, нам стоит десантироваться на... А, вон она. Вон она, все вижу. Для нее там лук нужно делать. Я знаю немножко. Вот. И как это все теперь у меня вот так вот, что я что теперь начинаю теряться, что и где находится. Ну, в принципе, пойдет. Нужно не забывать просто выполнять повседневные дела, вот это. Рубить дрова там, допустим. Питаться. И все у нас будет хорошо, я так думаю. Сразу мы ее польем. Это мне Инлайт подсказал. Сажай, говорит, деревья, и всегда у тебя будет доска. Даже там, особенно это важно в каких-то критических ситуациях. Когда прям даже подкинуть нету в гриль. Там в элементарно в печку. Гриль, кстати, о печке. Печку надо тоже не забывать. И все это дело подплавлять потихонечку. Да-да-да-да. Как-то так. Итого, что мы имеем? Мы имеем нифига не плавится у нас. Закинули, закинули, подкинули, подкинули. Что здесь? Где-то опять она. Это чайка или это вот эта вот эпидемия здоровая? Мы ж вроде на якоре. Не должны мы подплыть туда ближе к этому острову. Ну, я надеюсь. Не должны. Так, семечки сюда. Сюда досок. Почему-то у нас не хочет ничего тут жариться. А давай у нас будет так окорочковая диета. На сегодня. Пам-пам-пам. Ай, как хорошо. От голода точно не помрем. И вот я еще наблюдаю вот эта ошибка, то что пустая поилочка наша. И в какой-то момент она сыграет злую шутку. Умирать я не хочу, я еще раз говорю. Так, по поводу чего-то изучения. У меня изучено, по-моему, все, что мы можем еще такого интересного, классного сделать. Котелок. Сок лианы, желез... О, паньки. А нужен ли нам котелок? Вопрос. Сачок. Сетка мед. Блин, а. Да угомонишь ты свои не эти зубы. Когда ж они у тебя повываливаются уже от кариеса от какого-нибудь, ну честное слово. Замотало. Так, у нас по поводу симметрии, вроде симметрия не нарушена. Я хотел, наверное, сеток еще понаделать, да? Все-таки сетки чего-то доловят, да собирают. Вот, допустим, вот здесь ряд их организовать. Что тут нужно? Нужны гвозди. Гвозди где-то были. Гвозди есть, и плюс мы их еще же можем и вот так вот поизготавливать. Ведь так, ведь так. Теперь сетки. О, сетки, сетки, сетки. Где вы есть? Раз. И все, что ли? А, ну теперь проблема с веревкой. Листья. Листья были. Листьев много. Так, листьев много, много веревочек. И много сеточек. Сейчас мы тут дооборудуем. А теперь доски. А досок нигде, по-моему, так и нет. Как и не было, так и нет. Ладно, у нас есть пара сеток. Уже хорошо. И потом мы вот эти сетки зашьем опять-таки вот здесь еще рядом. И будет у нас все круто, козырно, здорово, великолепно. Я это так понимаю. Никогда не нужно
унывать и отчаиваться, особенно по пустякам. Вот эта грядка, я ее с собой таскаю, не знаю для чего, но таскаю. Из чего-то тут еще гвоздь нам пока не нужен. Кокосы. Что с кокосами, кроме того, как их есть можно? Кто знает, подсказывайте, напишите. Может, что-то их там сажать можно, потому что, допустим, пальмы эти, они сажаются не с самого кокоса, а с кокосового семечка. А вот кокосы, ну их тупо можно есть, ну как бы это я и так знаю. Может быть для... И еще, кто убивал черепаху? Я первый раз попробовал на предыдущем стриме ее поддамажить, она дамажится, черепаха. Что с нее выпадает? Мне прям интересно. Вот. Сажать нельзя. Инлайт вот шарит. Сажать, говорит, нельзя. Ладно, не будем. То есть просто тупо его можно есть, получается, и все. Ага. Будем иметь в виду. Ну тогда он там правильно лежит в этом сундуке, где можно все похавать. Может мы его тогда под это дело и... захрен нам их столько много, я не понимаю. Давайте выкини чертежи, они тебе не нужны. Как не нужны? Как я без чертежей? Или выкину? Ну, в принципе, они там... Это специально отведенный ящик там для этого всего барахла. Я, в принципе, видел, что я этому обучен уже. Тут по чертежам, что тут? Приемник и антенна. Что, прям в натуре можно выкинуть? Может, я коллекционирую чертежи? Кто его знает? Вот такой вот я странный игрок и стример. Так, ладно, чертежи чертежами, а вот плавить что-то надо. Давайте я предлагаю песок, что ли. Пусть песок. Песок, песок. Все ж песок. Из песка у нас делается стекло, если я правильно помню. Так, можем мы сорваться с якоря и поплыть навстречу приключениям. Рано я сорвался, надо было крюк сделать. Крюк, что у нас по крюкам? О, хлам, доска, болт. Хлам, доска, болт. А досок у нас, по-моему, нет. Даже на крюк, да? 4 их надо. А вот это Хьюстон. У нас, что называется, проблема. Но сейчас порешаем, я думаю. Доски. Досок мы найдем. Их 4 надо, блин. А у нас всего пока 2. Доски, доски, доски. Я вижу доски. Давайте сплаваем. Заодно и вот эту вот тварь постебем. Оп. А ты как думала? Я тут тоже не так уж и прост, как кажусь. Да блин, ну не видела я тебя. И сейчас еще птица, если начнет кидаться, вообще будет караул. Блин, она меня так и съесть может, ребята. Что-то я очкую, у меня уже такое было. Надо срочно свою задницу... Опа, спасать! Ха-ха! Вот так вот. Не сдадимся просто так акуле. Акуле и морде. Поганый, из тряпок. Вот, я думаю так. Но теперь-то крючок у нас может... где? Зафиг ты это все тут делаешь, коза? Доски, а куда делись все доски? Я ж только насобирал досок. Не понял. Не, ну вы видели. Или я что-то пропустил? Я же только что досок подсобирал. Как так оно могло произойти? Ну дела, блин. Или они просто выскакивали? Да нет, этот инвентарь не полный. Чё вы прикалываетесь, блин, надо мной? А в этих в сетках нету досок? Пусто. Пусто. Ладно, хрен бы с ним, плывем тогда. А чё, нам все равно ж доски нужны. Тут вот с крючком еще засада. Попробуем уделить внимание основное доскам. Раз так. Ну, тут и пластик-то нужен. Можно, в принципе, подплывать к ним и потихонечку забирать. Вот так. План такой. Бамс. Сколько там? 4 надо было. 4 я вроде как насобирал.
Бамс. Или потихонечку будем плыть. А, мы плывем сейчас по течению, получается, да? Я бы не хотел далеко от этого острова отплывать, потому что, мне кажется, на этом острове можно чем-то изрядно поживиться. Но я могу, конечно же, и ошибаться, но есть такое предположение, блин. Да, кинь же ты-то. Дайте 2. Ну, хотя бы одну, ладно. Так, а крюк я сделал все-таки или нет? Так. А ну, тормознись-ка. Дай-ка мне это все дело осознать. Слушайте, ну остров здоровый. Остров прямо-таки здоровецкий. Я не хочу отсюда уплывать. Ни в коем случае. Ни при каких раскладах. Я хочу туда пойти посмотреть, что там происходит, да что творится. Очково, конечно, с этой птичкой. Сейчас хотя бы хлам и болт. Хлам и болт. Да, я уже, блин, на своем же плоту начинаю теряться. Где что? Болта нет, хлам. И что у нас? С хламом тоже бедуля, да? Вот так вот неожиданно, скажем так. Че, нигде вообще нет ни кусочка хлама. Куда он весь делся? Где болты? Где это все, блин? Так. И что же придумать? Вот тут зачем-то лежит камень. Я вот просто пройтись по сундукам, где что, хлам. Куда он у нас весь задевался, хлам? И хлам это вот это на дне история, да, ловится ж, правильно? Или пока не выпендриваться, сделать простой крючок, или вообще взять и лечь поспать. А чё, оно там утром само рассосется как-нибудь. Как-то так. Так, движем дальше. Понимаем, что у нас дефицит хлама. Все есть, хлама нет. Хлама нет и сказали, что не будет. Так, доски даже есть. Не-не-не, ребята, это не сюда. Доски нам нужны здесь. Что тут еще лишнее? Уже все. Блин, знаете, что плохо вот в этом во всем хранилище? Вот была бы кнопочка упорядочить. Ну, там по каким-нибудь признакам, по любым. По алфавиту, по вот принадлежности, по тому, из чего это сделано. Вот тогда бы было прикольно. А так это... А так не прикольно, хлама нету. Это вот точно сюда у нас отправляется. Вот это вот все. Досок нету, хлама нету. Куда она все подевалась? Не понимаю. Зато камней валом. Вот чего нахрен не надо нам? Того валом. Где это безобразие? Ну-ка вон. Ну-ка пошло вон. Ты смотри, мне устелась она. Отгрызать так пластик. Надо потихоньку, хотя бы на этом этапе нужно... А пластик все, да? Пластик нет, еще не все. Вот он. Хотя бы не отдавать ей куски этого плота. Потихоньку его нужно восстанавливать. Иначе она кусок за куском и сожрет его весь. Рано или поздно. Так, оббежали, круг почета сделали. Какие предложения? Нам нужен хлам. Хлам это острова. Мы плывем за хламом. Вот и все мои предложения. Так, мы плывем и плывем куда-нибудь вот тут вот вдоль острова двинемся. Сейчас же еще и крючок отмотается, да? Пластик тоже нам прям очень нужен. Пластик. Две бочки вижу. Ну, в них есть вот это то, что нам как раз таки и нужно. А где я их видел?
Вон там. Как-то так. Бочки сюда. Блин, и от острова неохота уплывать. Вот хлам там точно на дне весь. Крючок кончился. Придется нам делать вот такой вот крючочек. Ну хорошо, вообще из чего-то его можно сделать, и поэтому печали поменьше. Металлический, естественно, он лучше, но на него нет у нас хлама. Оп, пристакали. И плюс пластик. Блин, ну уплываем же, но я не хотел от острова уплывать. Дайте мне назад. Дайте штурвал мне в руки, а? Туда, туда, да. Нефиг уплывать от острова. Там все самое интересное. Вот, блин, закинул и одну только всего поймал. Пластик, 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 пластик нужен. Досточка. Не, это уже зря. Может, здесь есть какая-нибудь сторона у острова, с которой можно подплыть и птицы атаковать не будут? Или они здесь вообще везде и всюду, и от них спасения нет никакого? И что это вообще за остров? Ну вот летает же. Летает же и никуда не хочет, не собирается деваться. Бабамс. А ну сюда, доска. Ты доска? Доска. Добро пожаловать на борт, доска. Так, ты точно не доска. Не так. Оп. Вот и валяйся тут, чтобы другим не повадно было. Вот так вот. Ну, может быть и жестоко, но чё они? Опа. Бочка. Так, хлам, я прекрасно понимаю, что хлам, ну, он есть в бочках, но его не столько много, и нам нужен остров. Нам нужно морское дно, чтобы найти как можно больше хлама. Но при всем при том, я хочу заметить, что все-таки вот эта вот цель-то достигнута. У нас появилось то, что нужно, то, что нам хотелось. То, что для нас было важно. Блин. Ну, уплыл. Ладно. Значит, не так уж он и нужен был. Слушайте, ну вот эти подсобираются, да? Нормально они работают. Так, где-то опять шатается какая-то база. И что у нас за проблема? У нас проблема с водой. Ладно, уже пусть отрывает. Ну, что я могу сказать? Пропустили. И по еде нужно что-то решить. Так, теперь вот это вот все сюда. Решаем вопросы с едой. Сожрем и картошку заодно, раз на то дело пошло. Так, что сожрем мы, то не съедят колорадские жуки. Бамс. Вот это вот все нужно, конечно же, поправлять. Что? Доигралась? А где-то еще одна? Оп. Вот так вот. Уже 2 трупа. Окорочки. Окорочки, окорочка. И перо. Да блин. Да лутайся ты нормально. Пумс, пумс, пумс. Перья скинули. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты.
С хламом, понятно, проблемы. Корочки. Бабамс. Вот так. А хлама откуда-то два. Все-таки с бочки, наверное, один выпал. Да что я их туда-сюда гоняю? Здесь-то что? Перья здесь вот нафиг не всались. Так, перья у нас где-то все вот уже, наверное, вот сюда, да? Что-то перьев столько, что можно сделать, чтобы их потратить. И плавить. Не забывай, игровик, плавить что-нибудь постоянно. У тебя вон меди валом, а ты ее не плавишь. А то потом ждать, пока оно все переплавится. Да, и не забывай выкидывать все постоянно. Оно ж тебе типа нафиг не... Этот вообще забит сундук. Угу. Вроде бытовые вопросы мы порешали. Теперь, что предлагаю? Предлагаю плыть. И взял ее с паруса. Вот так. Нужно якорь. Сняться с ручника. Погнали. Ну, без этого что же никуда тут. Постоянно вот этот крючочек кидать. Потом, конечно, я предполагаю, что уже можно будет и обходиться каким-то образом без вот этого крючка. Блин, я все дальше от острова. Ну там птицы эти вонючие, они будут дамажить. Хочу. Ага, кинул так кинул. Бочку, ну не могу я ее пропустить. Ну, как же так? Акула, отстань от меня. А если подпрыгивать постоянно? Упс. Да-да-да-пс. Хе. Ну, разочек она по мне прошлась. Блин, теперь еще вот эти появились. В них втыкаешься постоянно. Вот остров поменьше, и он недалеко от этого здорового. И, в принципе, я так понимаю, я их оба в пределах видимости. Вот на него-то мы и поплывем. И я, кстати, почему подписчики скрыты? Подписчики, Ваня, скрыты, потому что рекомендуется так для продвижения канала, если канал еще не такой уж и большой, скрывать подписчиков, потому что вот человек, заходя на канал и видя, что у тебя немного подписчиков, уже особо не разбирается. Почему немного? То, что там вот я писал, канал начал развивать недавно, им кажется, что все, подписчиков нет, значит неинтересно. Вот поэтому рекомендуют. Я не знаю, насколько это правда, насколько это именно так, Ваня, работает, но стараюсь все-таки развивать канал, а вот эти вещи, они немалое значение имеют в развитии канала. Ну, там не только эти вещи, там очень много всего. Это и оптимизации, и названия роликов, и картинки к роликам, и очень-очень много всего. Это на самом деле, как оказалось, не так уж и просто все сделать так, чтобы вот ты, кажется, со стороны, ну что там у тебя, ты сидишь, играешь, кайфуешь. Блин, во-первых, это само по себе сложно. Во-вторых, чтобы запустить стрим нормально, сделать все красиво, чтобы у тебя была картинка нормальная, чтобы звук у тебя был нормальный. Это тоже очень много пришлось, ну, лично мне пришлось поработать над этим. Да. Там можешь сравнить. Для сравнения, там первые мои стримы еще с сыном, с малым. У него сейчас свой канал, стрим с малым. Вот. И сопоставить, как было и как сейчас стало. То есть это постоянный процесс. Нужно постоянно, и забирает это очень много времени. Кто бы что ни говорил, насколько там все просто, понятно и легко. Вот видишь, ты спросил, почему подписчики скрыты, а я тебе столько всего рассказал.
Мы не плывем к этому острову, я так понимаю, потому что против течения. И весла у меня нет. Как поступить? Либо еще дать угла. Слитки мы забрали. Может, чуть-чуть еще угла дать. Вот так как-нибудь. Вот так. Все-таки я хочу приплыть, насобирать хлама. Вот. Если интересно, то сейчас вот стрим я запускал, у меня было 279 подписчиков. Вот, канал не такой уж и большой, но это все вопрос, как говорят, времени. Ну а там посмотрим. Я как бы бросать не собираюсь, мне прикольно и... уже значит рассвет. Мне прикольно и самому там этим заниматься, как бы. Ну, а чё, я все равно играю. Много, кстати, нового узнаешь, пока вот эти видосы делаешь, пока делаешь прямые эфиры, какие-то видосы снимаешь. Вот, что потом, я в этом уверен, все в жизни это потом пригождается. И в самых невероятных ситуациях, казалось бы, ты даже не понимаешь, нафига оно тебе нужно, а потом хоп, а ты уже это все умеешь, все это знаешь. А это ценится вообще в жизни. В принципе. Так, мы не плывем. Мы не плывем, и меня это расстраивает. У нас отъезжает еще и крюк. Но крюк это вот не беда. А вот то, что мы не плывем, мне не нравится. Так. Весло. Сделать весло и начать грести туда усиленно, да? Давайте попробуем. Не хочу я этот остров пропускать. Вот. Не хочу от слова совсем. Погнали. Я думаю, так получится. Уверенности нет, конечно, но... Парус-то в ту сторону. Ну, парус туда. Движемся, не движемся, сложно понять и оценить это все. Но вроде как движемся. Причем вот на таком, я же говорю, я не был. И там что-то наверху валяется. Может быть, это что-то важное и нужное. И нам не стоит это пропускать. Плюс там все дно, я уверен, усеяно хламом. А хлам нам прям для какого-то крюка козырного нужен. Для металлического. Поэтому... это находка. Давай, давай, давай. Там еще и ящик, и еще какие-то ресы. Прям все собралось в одном месте. Сейчас мы тут закинем якорь. Неплохо бы было, конечно, для акулы сделать наживочку. Но сейчас совсем разберемся постепенно. Еще и подкрепляться надо. Давай, 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 давай. Потихонечку, помаленечку. Вот где-то вот здесь. Оптинский. Где мой якорь? Оп. Приплыли. Ребята, приплыли. Приплыли мы к какому-то острову. Ну, первоначально, естественно, мы здесь все пропылесосим как следует. Та-дамс. Еще и еще. Там вот наверху что-то интересное. Или я был на этом острове, а? Опять она шатает меня. Да отстань ты уже, ну слушай, ну сколько можно, ну имей совесть, а? Ну в самом деле. Ну поигрались и хватит, надо бы ей приманку сейчас сделать, чтобы ей не скучно было все это время. И она не мотала мне тут полотецкий, а занималась своим делом. Но для приманки селедка и синяя рыбка нужны. И это еще не факт, что мы такое поймаем. Так, вон еще вижу досточку. А без приманки тоже такое себе откусит задницу вот неминуемо. Мне почему-то удочка хрен знает где, на какой-то цифре на другой назначена. Они постоянно в процессе игры, все эти цифры сбиваются постоянно. И каждый раз, блин, а где то, а где то. Еще попутно бывает, не на то нажмешь, что-то выкинул. О, свеча в бутылке. А у меня есть одна. Так, пусть же ей будет для симметрии вторая. Нормально же.
Смотрится. Нормально. Вот это вот у меня клюет что-то. И лук нужен. Я знаю. С лука они прям отскакивают. Ты издалека такой. И готова птичка. Птичка больше не летает, что как называется и как говорится. Так, сырая скумбрия — это не та рыба, которая мне нужна. Мне нужна селедочка и синяя какая-то. Не тилапия. Я забыл, как она называется. Сейчас, когда поймаем, если поймаем. Не, лучше говорить, когда поймаем. То все посмотрим. И нужно позаботиться о повседневке. У нас нужно чего-то нам поесть. А что из готового есть? Я что, забыл что-нибудь приготовить, закинуть? Ай-яй-яй-яй-яй. Да как же ж так можно? Игровик, ну ты совсем, а? Памс. Пам-пам-пам. Да-да-да-да. Так, погнали дальше. По воде пока решим свои сложности, трудности. Наполним это все дело. А, стоп, не так. Сначала мы попьем. А что, и все, что ли? А, я ее не полностью наполнил. Вот это все нужно не упускать из вида, из внимания. Так, тут. Оп. Дождик. Дождик — это хорошо. Так, и поесть. Что мы можем по-быстрому пока перекусить? Вот эту и вот эту, да? Что они там все равно нам место занимают? Так. Захавали. Но заодно пока и приготовиться. Я предлагаю всю не съедать. Все-таки в какой-то момент оно нас сможет и подвыручить. Почему здесь стекло лежит? Опять же, вот подарок. Что-то мы столько всего с собой носим ненужного. Там плавится, медь. Медяшечка. Медюлечка. Сколько у нас? Скоро стак меди, да? Это здорово. Но мы там ее и потратили, когда вот эту всю радиоэлектронику. Ля, я такой лажу, типа еды нету. У самого 3 окорочка. Вот так тоже бывает. Оказывается, прикольно. Так, пришло время сохранить этот мир. Да уж. Что еще мы плавим? Песок, что ли? А, вот эти плавим водоросли, сок лианы. Он там много где нужен. Поэтому займемся им. Теперь задача выгрузиться по максимуму и мчать на остров. Вот даже вот так, наверное. Так, стеклышко состакали. Берем в руки топорик. Он у нас хорошо, он у нас живой. Все нормально, все отлично. Вот здесь, кстати, какие-то постройки намечались. Вот там видели в воде? Вот. Оп-оп-оп. Плот не уплывет, надеюсь. Я ж его на якорь поставил. А то я такой, я могу и забыть. Так, как сюда забраться, порубить? Порубить деревца. Это для начала. Потом будем нырять. Так. Цветы пока не собираю. Я примерно знаю, что из них делается краска. Но не совсем понимаю, насколько она мне именно сейчас нужна, эта краска. Вот в чем дело. Плам. Да плам. Да плам. Плам, подам, пам-пам. Бу-бу-бу. И вон там пополняется. Так, ну арбузы. Арбузы бы надо. Вот эту, как я мог ее пропустить? Как-то взял и пропустил. А на самый-то верх мы можем или не можем? Вот еще. Не надо меня путать, тут есть еще. Да блин. Ага. А дальше? А как дальше? А вон еще выше вижу. Вижу. Так, вот это мы тоже, естественно, срубаем. Ананас. Ананас, анавас. Там ящик. Вот так-то.
Лёмы как высоко. Блин, а меж тем, плод-то, посмотри, какой уже огромный-то. Я и сам даже это не заметил, как это все произошло. А плод-то уже и не маленький. Ну, красотища же. Так, а тут что, прыгать надо? Опа! Прыжок удался. Рецепт. Рыбное жаркое. Хо-хо! Да мы еще и с рецептом. Так, тут вижу водоросли. Там наверняка хлам есть с этой стороны. Что у нас? Тоже водоросли. И вон там вон всякое-превсякое. И вот еще у нас осталась несрубленная одна. А обратно мы уже запрыгнем или нет? Я надеюсь, мы не разобьемся. Угу. И вот еще одно. Как-то я так прошелся, вроде как все срубил. Они следом за мной вырастают. Я не знаю. Ну, наверное, просто пропустил. Скорее всего. Так, ну попробуем, пока эта акулячья морда. А где она, кстати? Слушайте, она, может, дезориентировалась на местности и понятия не имеет, что мы сейчас тут по дну шаримся. Но я бы не был так уверен. Плюс у нас вот этот еще крюк. Сейчас хлама. Вот она. Хлама чуть-чуть поднасобирали. Может быть, и хватит нам уже. Я свой плод не узнаю, блин. За 5-й стрим это прям значительно тут все поменялось. Так, 4 хлама. Мы можем теперь нормальный крюк. Да? Очень значительно все. А его нужно 6. Поменялось все на плоту, и я практически не узнаю свой плод. Так, где? Где это недоразумение? Дайте мне ее сюда, шкуру, сейчас спущу с нее. Блин, да на, да иди сюда. Где ты делась? А где она? Куда она делась? А, вот он. Иди сюда. Вот достала же, ну честное слово, ну. Бесит аж. Уже. Так, пластик. Пластик я взял и весь поскидывал, да? Да, есть у нас пластика. И еще целый стак. Памс. Крючок мы сделали нормальный? Или... А, там 6 нужно этих, да? Нужно все повыкидывать. Макароны по 50. Очень важный вопрос. Играешь в Майнкрафт или танки телефонные? Не играю в Майнкрафт, не играю в танки. Малой у меня любит Майнкрафт. У него тоже там свой канал есть. Стрим с малым называется. И он там развлекается по-своему. Вот. Так и называется. Там несложно на ютубе будет найти. Так, это мы все сюда скидываем. Плюс вот рецептик у нас какой-то. Не играю я в такие игры, я вот не знаю, мне ну не интересны ни танки, ни Майнкрафт. Как-то для меня они, ну, люди разные все, ничего такого, в принципе. Что интересно одному, может запросто быть неинтересно другому. Если бы все были одинаковые, нам бы и тоже неинтересно было. Правильно? Как-то так. Чего-нибудь надо обязательно жарить постоянно. А есть чего? Да, вот эту вот замечательную рыбеху мы будем осваивать. Памс. Блин, все-таки не откажусь от мысли поймать рыбех на приманку для акулы. И пока она будет отвлечена, все-таки по дну хочу пройтись, все дно пропылесосить как следует, позабирать, во-первых, все хламы. Опять кошка. А у меня есть уже одна кошка. Ну, кошка это такой хороший знак. Может быть. Вот, и вперед. Ну, условно для меня где... Блин, тут оторвать акула может, да? А вот здесь нет. А я в нее втыкаться здесь буду постоянно, да? Это тоже нехорошо. Так, условно для меня, я что хотел сказать, перед это вот здесь получается. Ну, как бы по всему, наверное, видно, что... Да. Куда бы эту кошку присандалить, а? Вот здесь пусть стоит. Вот здесь прям для нее местечко. О, ну, показал же он. Показал же, значит, нормально. Ему нравится, мне нравится, всем нравится, все нормально. Так, это мы все скидываем. И отправляемся на рыбалочку. А мы, собственно, и рыбачили. Эта кошка нам сбила тут всю эту движуху рыбачную. Только клевать начала, и тут она.
Где поклев? Оп. О, селедка есть. Так, нам осталось всего лишь синюю рыбу. И мы сейчас отмотаем эту акулу от нас. И прошманаем все дно. Соберем все, что нужно. И не нужно. Все соберем. Нет, это скумбрия, это не та рыба. Синенькая нужна. А так, ну, Майнкрафт танки нет, а так играю во много еще игр на канале, на главной, там есть видосы. Вот, можно все это посмотреть. И видосы снимаю, как бы там про что-то интересное, и стримы вот подрубаю, особенно последнее время. Мне что-то начало заходить по стримам. Но с другой стороны, да, как бы все равно буду играть, сидеть, а тут еще и играть в компании. Пусть и немного людей, но я уверен, это пока, я потом больше будет, а больше еще не значит, что там что-то лучше будет. Мне, допустим, будет сложнее, как стримеру, потому что тоже это все нужно мониторить, читать, отвечать, общаться. Начинаешь общаться, на какие-то мысли наталкиваешься, на другие, все это вот так вот себя. А плюс еще вот это вот надо все здесь не забывать. Ну, как бы такое интересное занятие. Я думаю, это однозначно в каком-то своем роде развитие. Да и навыки потом пригодятся. Ничего не бывает бесцельно. А, блин, я думал поклевка. Ух. Только платные игры стримишь или снимаешь? Да нет, нет, макароны. Почему только платные? Много и бесплатных. Посмотри, там есть видосы, там и раннего доступа игры есть, и есть игры те, в которые вообще никто не играет. Я скажу так, я снимаю игры, те, которые мне интересны, те, которые мне нравятся. Вот так вот, чтобы специально там именно снимать что-то хайповое, популярное, да нет. У меня, я еще раз говорю, у меня не коммерческий канал, поэтому я для души, для себя, если у меня что-то больше получится, ну как бы тоже хорошо. Пока это все-таки какой-то такой интерес, больше творческий, наверное. Вот, поэтому игры нет, не обязательно платные, но последнее время игры все покупаю. Но я уже рассказывал почему, потому что мне вот эти вот кривые сборки, скачанные с торрентов, я устал от них. И я когда покупаю, я получаю нормальный продукт, который обновляется, плюс вот эти все достижения, которые идут в Steam, это все интересно. Можно скриншоты туда выкладывать, там какие-то ачивки зарабатывать, вот. По сути, получается, я раньше на Epic Games покупал, у меня там в частности вот GTA 5 оттуда, Watch Dogs оттуда, это пройденные все игры без стримов. Вот. А потом понял, что Epic Games отличается от Steam, и Steam это прям сообщество. А Epic Games это просто магазин, хотя у них там есть классные предложения, у них, во-первых, много бесплатных. Вот, я по-моему, GTA там бесплатно забрал на Эпике. Я в предыдущий раз рассказывал, что она у меня в Стиме, у меня GTA на Эпике. Я перепутал. Я просто точно знаю, что она у меня есть. И как бы вот так вот. И последнее время только Steam, не обязательно не ищу я там прям платный, что интересно мне, в то я играю. Вот. А как бы если это интересно еще кому-то, то это вдвойне интересно мне. Я понимаю, что потом-то впоследствии вот с этими людьми, которые смотрят, приходят на стримы, пишут комментарии, и с ними потом можно в кооперативе поиграть, и в принципе можно и общаться, и это все круто, здорово, поэтому... Вот. Но скажу по-честному, найти напарника нормального в кооператив, я теперь, наверное, понимаю, почему стримеры не хотят, ну, не то, что не хотят, да, есть, но они находят именно тех людей, с которыми по кайфу поиграть. Это сложно. Ну, блин, да наконец-то. Так, все, мы сделали все, что нужно для приманки. Теперь нам жизненно необходимо пополнить запасы.
И сейчас мы и закинем вот эту вот развлекушечку, а сами тем временем под шумок. Ну, сначала поспим, наверное. Под шумочек. Я бы играл в кооперативные игры, но покупать игры в Стиме возможности нет. Блин, я вот этому, с кем пробовал играть в кооперативе, я ему подарил рафт, но из этого тоже ничего хорошего не вышло. Вот, я не знаю, поймешь ты, о чем я или нет. То есть, в принципе, я могу подарить игру, но нужно так, чтобы человек был в порядке. Чтобы понимал, о чем ему говоришь, что вот так можно, так нельзя. Но это сложно. Ну, мне кажется, тут больше из-за того, что возраст, конечно, играет роль. Вот. Ну, в основном-то и смотрите все там, я вот сколько по статистике смотрю, это 12 там лет. Ну, смотрят и постарше. Все равно основная аудитория это вот 12-14 лет, кто-то еще поменьше, по-разному. Поэтому найти себе напарника это очень сложно. Для кооператива, для стрима. Такое занятие. Так, 2 рыбы есть. Делаем мы наживочку. Вот. Но для этого нужна веревка. Где она? Где она была? Блин, все попропустил. Наживка. О. И пока она будет развлекаться, мы сейчас все это дело обследуем, исследуем. Но перед этим, ага, она уже развлекается, но с нашим плато. Вот. Перед этим, я так думаю, нужно скинуть все, что у нас сейчас есть. Так, это веревка. Вот сюда это все вообще не скидывается. Да, я понимаю, у меня друг, с которым играли в Раф Пиратку, он бесил тем, что не слушал и делал все неправильно и так далее. Да тут даже дело не в этом, блин, ну когда человек при тебе там буквально за полчаса он уже строит это радио с антеннами, ну ты прекрасно понимаешь, что ресурсы берутся откуда-то из воздуха, и это вот очень напрягает, я не совсем понимаю. Для чего вообще играть, если там с помощью каких-то команд, с помощью там командной строки, консоли, читов, чего угодно себе что-то добавлять? Ну смысл играть? Мне не интересно так. Для чего? Да и чуваку, который играет, не должно быть интересно, по идее. Ну, если у него все нормально. Но, однако, вот почему-то так происходит. И просто потом еще, когда тебе начинают и врать по этому поводу, и из тебя пытаются там дурака сделать, ну, ребят, ну, извините, но это вообще ни в какие ворота не вкатывает, не влазит. И до свидания при таком раскладе даже. Даже без всяких объяснений. Я даже ну, не понимаю, кому, что, зачем я буду объяснять. Вот, все-таки хотелось бы с крюком с нормальным поплавать, но за отсутствием нормального погружаемся вот с таким, с простецким. Так, она там занялась, да, всей этой историей? А на нормальной ищем вот эти вот всякие разрушенные части. А, ну ты про это да, с программами неинтересно играть. Да, с программами неинтересно играть. Неинтересно играть, когда тебе ты играешь с чуваком в кооперативе, тебе говорят, вот это не надо, это не трогай, это не делай. Блин, чувак, ты в кооперативе играешь, ты почему не понимаешь этого? Тут как бы и смысл для того, чтобы это все вместе делать и как-то командно и упрощать все задачи, которые вот встают в игре, допустим, да. А тут получается, ты вот постой в сторонке, я все буду делать сам, и нафиг мне такой кооператив. Немногие это понимают. И вот это сложно. А игра сама, Рафт, я изначально и подразумевал ее только в кооперативе, она прям создана для кооператива. И я первое увидел ее прохождение, это... Кто ж это играл? Лего Плей играл с Саней.
Вот у них настолько мне понравилось, насколько они там друг с другом слаженно это все делали, знаешь, вот как-то все у них задачи распределены, один одно, другой другое, и все у них круто и получалось поэтому. И поэтому интересно и смотреть было, и зашла, и захотелось что-то самому поиграть. А вот так вот, когда там одно, второе, третье, пятое, десятое, и вот такие особенно моменты, когда, ну, не пойдет так, так дела не делаются. Ну, ничего там страшного, в принципе, ничего такого. Каждый по-своему это все понимает. Вот. Спасибо, что скачал, как сказал, как скачать мод Subnautica Below Zero, Ванька. Ванек, я честно тебе скажу, признаюсь, я всю игру прошел от начала до конца без единого мода. И я очень когда увидел, что да, так можно, я пожалел о том, что не узнал раньше об этом моде карта. Он, в принципе, впечатление от игры не портит, вот. А очень даже сильно помогает, я бы даже сказал. По-первых, ты там вообще не отдупляешь, что к чему происходит. Это же Сабнавтика. Но вот с Сабнавтики и начались вот эти все выживания, вот эта вся история. Это прям Сабнавтика, это какой-то отдельный свой мир. Я не знаю, это игра очень достойная. Ну, Below Zero чуть поменьше, конечно, достойная, но все равно она тоже очень достойная. Кто бы что ни говорил, эти обе части ее, это дельно. Разработчикам прям большая уважуха. Это Unknown Worlds. Ребята очень талантливые. И я буду ждать третью часть. Я уверен, она будет. Это будет что-то... Я там предполагал уже в комментариях под роликом, что это будет на планете Алана, вот этих предтеч. И там мне написали, что да нет, Сабнавтика это только вода однозначно. А я предполагаю, что там, да, там будет вода, но она будет зеленой. Вот, типа как предтеченской вот этой вот инопланетной расы. Мы собрали хлам. Немного, но собрали. А, так и здесь еще 7. Нам нужен классный крючок. Веревка есть. Доска есть и болт. Где болт? Он из чего-то там делается. Из железного слитка. Давай. Так, все у нас теперь есть для изготовления нормального крючка. Слушайте, а эта гадость все мотает и мотает, да? Она... Бам! Готово. Очередная, по-моему, 12-я. А мод, да, я сам нашел и решил ролик по этому поводу снять. Именно, чтобы также, кто играет, кто только начал проходить, не парились вот с этим всем местоположением. И сделал такой ролик, да. Мне захотелось так сделать. Если еще и кому-то помогло, так это вообще вдвойне интереснее и веселее, значит я что-то делаю не зря. Так ведь это все устроено, и так это все и работает. Вот. Пожарим. Между прочим, свежие окулятинки не хотите ли? Вот. Слушайте, а тут уже и складывать некуда. Мой вот этот ящик продуктовый. Он что-то весь заполнен. Чем он вообще заполнен? Давайте ракушку отсюда заберем. Ракушки место где-нибудь вот здесь, я так думаю. Теперь, что хотелось сделать? Ну, все так же мы продолжаем вот это наши переплавки. Ты дал игроку шанс, дав ему рафт, а он его потерял. Да, можно сказать и так. Можно сказать и так. Каждому дается какой-то в жизни шанс, и кто-то им пользуется, кто-то теряет. Может, это и к лучшему, кстати. Не все то, что кажется сейчас в одномоментно лучшим, оно в итоге приводит к чему-то хорошему. Некоторые вещи по-другому работают. Некоторые вещи, что сейчас кажется плохо, они потом играют очень важную роль. И из таких ситуаций и вещей
люди выносят какие-то определенные уроки, которые не позволяют в дальнейшем там совершать ошибки, какие-то глупости и все в таком духе. Поэтому здесь жизнь непредсказуема, и однозначно так нельзя говорить, что потерял он что-то или нашел. В любом случае, при любых действиях что-то находится, что-то теряется. Так, я все-таки, что я хотел, чем на сегодня закончить я хотел. Это мы полутали, там мы побывали. Я, наверное, на данном этапе сделаю сохраняшечку. Вот. Что-то посмотреть обязательно нужно. Какие-то, может быть, цели себе поставить на следующий стрим. Но я так понимаю, следующий стрим это будет вбить координаты. А давайте, кстати, вот попробуем. А то я вроде как это все сделал, а попробовать не попробовал. Допустим, мы включили. Слишком далеко от приемника. Я вижу, что две антенны слишком далеко. Вот это нормально. А мне кто-то подсказывал, что их нужно как можно дальше. Так. Значит, что предлагаю по антеннам? Антенны придется, наверное, вот это все разбирать теперь, да? Я ж правильно понимаю. А как это все разбирать теперь? Блин, почему я сразу не посмотрел, а? Что у нас такая история получается. Памс. Антенны, говорит, далеко. Может, их и не надо высоко-то, в принципе, а? Может, их как-то вот так? Оля. Ну, попробуем, чё нет. Друг от друга их нужно подальше. Ну, не в сантиметре же. Да, блин, подальше, понятно. Тут он говорит о том, что далеко, наоборот, слишком. Поэтому я вот и заморочился. Неподходящая высота и слишком далеко. А у той просто высота. Так. Что-то становится яснее. Неподходящая высота и далеко. А как вот это вот все истребить? Вот так, наверное, топориком, да? А ресы же добавляются, я надеюсь. Я надеюсь. Так, что мы дальше творим, изображаем? Сносим. Это однозначно все нужно ближе делать. Сносим. Попробуй на один блок высоту. Вот я и хотел прям это и сделать. Я просто хочу немножко вот сюда. Чего у меня нет? У меня нет пластика. Я надеюсь, он где-то здесь. Ага, присутствует. Так, я хочу немножко вот так вот по сторонам их. И на один, да, действительно, на один попробовать блок. Так, это вот такая у нас нет. Это не такая. Приподнятый стол. 2-2. 2-2. Давай. В Википедии пишет, надо на одну высоту. Вот сейчас мы это всю эту Википедию и проверим. Правильно они нам там пишут или нет. Так, а сюда чего не хватает? Доски. Почему досок не хватает? Я же их вот вроде когда поломал. Или когда что-то ломаешь, тебе меньше ресурсов, что ли, дается? Вот это еще вопрос прямо. Куда он там повернут? Он повернут как-то вот так хотел, да? Да. Ну, типа, что вот так вот это все. И потом каким-нибудь образом я перед сформирую этого плота, и будет казаться, что это якобы как будто бы и корабль. Ну, такая задумка, да. Ой, да че не пофиг, как их поставить. Вот это вот тоже заморачиваюсь, там, как ее крутануть. Ну, хочется, чтобы это все как-то красивенько было, эстетично. Вот сейчас и проверим про одну высоту. Может быть, мы и эту тогда сейчас переделаем. Надо было сразу мне это все попробовать. Нет, неподходящая высота и слишком далеко, а у той просто неподходящая высота. Да блин. Вы что, издеваетесь? С высотой, значит, точно две. На одну придется еще подвигать, да? Это что там нужно будет? Сейчас доски нам. В обязательном порядке. Так, в первую очередь
Достраиваем просто вот так, да? И про высоту он нам еще говорит. Где пластик? Ага, пластик. Хотя бы пластик есть. Так, ну что, прям вот тут, что ли, это все делает? Так, на 2, да? Раз, два. Не, ну давай. Давай, по-любому нам нужно запустить эту радио. Нам же и потом еще и пользоваться. И повыше все-таки она требует от нас. Так. Строим здесь. А какой-то там угловой был треугольный приподнятый. Вот такой, да? Бац. Бац. Так, и вот это мы тоже убираем. Все равно мы сейчас наладим. И будет нормально, как раз на этом и закончим сегодняшний стримецкий. Стримчанский. А, как ни назовите. Бумс. Ай, я еще... как это я так выпал? Из обоймы. Все, меня уже, короче, шатает. На ровном месте. И вот эта падла еще мне тут оторвала. Ай-яй-яй-яй-яй. А где еще одна антенна? Куда делась? Ага, она тут застряла и какие-то еще и звуки издавала. Четко. Так, ну давай посмотрим. Или все-таки там с высотой опять она напишет про проблемы. Неподходящая высота. Так, да, теперь остается только высота. В принципе, это можно было все самому допетрить, но это очень долго. Бесючая акула. Туруруру. Молодой чебурек. О, как ты быстро макароны по 50 стал чебуреком. У вас аватарка одинаковая. Так, достраиваем ее чуть выше. Бесючая акула, точно, блин, бесючая, это вот не то слово. Хе-хе. Хе-хе, вот тебе и хе-хе. Хе-хе не хе-хе, а высота в один ярус не катит, короче. И Википедия, получается, что-то тут попутала. В данном случае. Так, это мы убираем же, правильно? Правильно. И делаем надставочку. Пусть их будет по 2. Вот так. Так, и теперь пытаемся зашвырнуть вон туда. Ага. А чтобы зашвырнуть, нам нужна какая-то подставка. Ну, а так, не? Ну, блин, ну почему не? Так, ну подставка-то может быть и временной, правильно? Давай попробуем что-то вот. Да, так я потом вообще туда не залезу. Ну, вот так, допустим. Да? Да. Вот. Что вы нам предлагаете? Угу. Да? Да. Готово. Ну и естественно же еще одна. Как тебя развернуть тут? Вот как-то так. Ну посмотрим. Ну блин, ну давай, ну заработай же. Заработай же уже. Сделай. Да. Да! Пам-пам-пам! Мы даже уже пеленгуем что-то кого-то. Так, что мы делаем? Папа. Тут где-то были координаты, которые я хрен вижу. 96-36. 96-36. Вы запомнили? Запомнили. 96-36. А они, между прочим, уже и убиты. Все. Мы знаем теперь, куда плыть по сюжету. Вот такие вот дела. Я ложусь баиньки. И значит, что на сегодня мы сохраняем этот замечательный мир. На сегодня все. Всем удачи и успехов. Жду всегда к себе на стримы, на видосы.
Не бойтесь эксперимента и совершайте великие поступки. Не забывайте лайкосы и подписки. В описании под видео еще много ссылок на различные дискорды, ВК, Steam, везде меня можно найти. У меня есть два хороших друга, один обиделся, не хочет играть, у второго ПК слабый. В итоге мне не с кем поиграть в Рафт, но хоть стрим посмотреть можно. Удачи, пока. Пока, Чебурек, который был макарониной по 50, в итоге стал Чебуреком, позитива и всего-всего самого доброго, лучшего и классного.